Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья! Сегодня мы приоткроем завесу тайн над одним из самых загадочных и одновременно практичных знаков зодиака Девы. Этот знак, олицетворяющий Землю, находится под покровительством Меркурия, планеты интеллекта и коммуникаций. Дева известна своим стремлением к порядку, аналитическим умом и способностью находить совершенство в деталях. Но что на самом деле скрывается за их стремлением к идеалу? Как звезды и планеты влияют на их характер и судьбу? В этом ролике вы узнаете, как планетарные аспекты и кармические законы влияют на Деву, а также получите советы по улучшению личной жизни, здоровья и карьеры. Оставайтесь с нами до конца, и вы откроете для себя мощные аффирмации и визуализации, которые помогут Деве раскрыть свои силы и достичь гармонии. Подписывайтесь, чтобы не пропустить еще больше астрологических секретов и уникальных прогнозов. Стихия Земли и влияние Меркурия. Дева – это земной знак, который олицетворяет стабильность, практичность и надежность. Как представитель Земли, она стремится к укоренению и порядку во всех сферах жизни. Ее управитель, Меркурий, придает Деве остроту ума и способность к быстрой обработке информации. Меркурий, планета коммуникации и интеллекта, делает Деву человеком, который может легко структурировать мысли и анализировать происходящее. Это сочетание земной силы и влияния Меркурия делает Дев одними из самых организованных и логичных людей среди всех знаков зодиака. Однако именно здесь кроется и их самая большая слабость. Они могут застрять в мелочах, перегружая себя деталями. Перфекционизм и его последствия. В стремлении к совершенству девы часто становятся жертвами собственного идеализма. Им сложно принимать мир таким, какой он есть, они постоянно ищут, что можно улучшить или исправить. Этот подход помогает им в профессиональной жизни, где внимание к деталям является ключом к успеху. Но в личных отношениях и повседневной жизни перфекционизм может стать источником стресса и тревог. Планетарные аспекты часто подталкивают Деву к необходимости работать над собой и отпустить стремление к контролю. В предстоящем астрологическом году Юпитер, находящийся в Тельце, усилит их тягу к финансовому росту, но при этом заставит задуматься о личных отношениях и эмоциональной сфере жизни. Ретроградный Меркурий. Что ждать девам? Меркурий, правящая планета Дев, несколько раз в году переходит в ретроградное движение. Для Дев это время, когда их привычные способы общения и работы могут давать сбои. В такие периоды важно проявлять терпение и гибкость. Ретроградный Меркурий заставляет Дев пересмотреть свои взгляды на жизнь, отношения и карьеру. Это не время для принятия серьезных решений, а наоборот, для самоанализа и работы над внутренними конфликтами. Девам стоит обратить внимание на свои коммуникативные навыки и эмоциональные реакции. Число 5 и его влияние на Деву. В нумерологии числом Девы является 5, символ перемен и приключений. Несмотря на их природную любовь к стабильности и порядку, Девам важно научиться адаптироваться к новым ситуациям и не бояться изменений. Число 5 напоминает Деве, что жизнь – это не только структура и предсказуемость, но и возможность для личностного роста через новые вызовы. Девам стоит быть более гибкими в своих планах и не бояться перемен, особенно в карьере и личной жизни. Используйте число 5 как символ трансформации, принимайте изменения с открытым сердцем и смотрите на них как на возможность для роста. Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный двухдневный мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом практической работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак, продолжим увлекательное путешествие в таинственный мир знака зодиака Дева. В астрологии каждому знаку зодиака соответствует свое животное, которое отражает основные черты характера знака. Для Девы это сова, символ мудрости, спокойствия и глубокого понимания. Сова, как и Дева, обладает способностью видеть скрытые истины и анализировать окружающий мир. Она наблюдательна, терпелива и не делает поспешных выводов, что идеально отражает суть Дев. Чтобы обрести внутреннюю гармонию, Девам важно развивать в себе качество совы, находить время для размышлений, быть терпеливыми и избегать поспешных действий. Сова напоминает Деве о важности внутреннего мира и спокойствия.
металлы и камни, усиливающие энергетику девы. Ртуть, жидкий металл, является символом девы благодаря ее правителю, планете Меркурий. Этот металл олицетворяет гибкость, адаптивность и способность трансформироваться. Подобно ртути, которая принимает любую форму, девам стоит учиться быть более гибкими в своем мышлении и подходе к жизни. Этот металл помогает девам адаптироваться к изменениям и не бояться неопределенности. Также сапфир – камень, который помогает очищать ум, усиливать интуицию и находить внутренний покой. Для девы сапфир станет источником силы и ясности, помогая избавиться от ненужных тревог. Зеленый цвет как символ исцеления. Цвет, приносящий деве гармонию, это зеленый. Этот цвет ассоциируется с природой, ростом и исцелением. Включение зеленого в повседневную жизнь через одежду, интерьер или визуализация поможет девам восстановить баланс и успокоить разум. Зеленый цвет символизирует жизнь и обновление, что идеально подходит для дев, которые часто перегружают себя мыслями и деталями. В моменты стресса или сомнений, девам полезно обращаться к зеленому цвету, чтобы восстановить внутреннюю гармонию и почувствовать связь с природой. Перфекционизм и его кармический урок. Стремление к совершенству – это дар и проклятие дев. Они постоянно стремятся к лучшему, но могут быть слишком критичными как к себе, так и к окружающим. Это приводит к постоянному чувству неудовлетворенности и стрессу. Кармический урок для девы заключается в том, чтобы научиться принимать себя и окружающий мир такими, какие они есть, без стремления к идеальности. Это не значит отказаться от своих стандартов, а научиться быть более терпимыми к несовершенствам. Кармические законы учат дев, что истинная гармония приходит через принятие и любовь к себе. Аффирмации для внутренней гармонии. Аффирмации – это мощный инструмент для трансформации мышления и укрепления внутреннего мира. Для девы ключевые аффирмации должны быть направлены на принятие и гармонию. Аффирмации, которые необходимо использовать девам: «Я принимаю себя таким, какой я есть, я нахожу гармонию в своем внутреннем мире, я отпускаю контроль и доверяю жизни». Эти утверждения помогут девам преодолеть стремление к постоянному анализу и позволить себе быть счастливыми здесь и сейчас. Важно повторять эти аффирмации ежедневно, особенно в моменты стресса или сомнений. Визуализация для снятия стресса. Визуализация – это эффективный метод для управления внутренним состоянием и снятия стресса. Представьте себе лес, полный зеленой растительности, мягкий солнечный свет пробивается через листву, и легкий ветерок обдувает ваше лицо. Почувствуйте, как каждый вдох наполняет вас спокойствием и уверенностью. Эта визуализация помогает девам снять напряжение, восстановить внутренний баланс и очистить ум от лишних мыслей. Регулярная практика таких практик может стать мощным инструментом для сохранения душевного равновесия. Профессии, подходящие для девы. Дева известна своей склонностью к деталям, аккуратностью и ответственностью, что делает их прекрасными специалистами в тех областях, где важна точность и внимание. Такие профессии, как медицина, юриспруденция, аналитика, архитектура и бухгалтерия, идеально подходят для дев, так как позволяют им применять свои аналитические навыки и стремление к порядку. В этих сферах девы могут раскрыть свой потенциал, достигая высоких результатов. Творческие профессии для дев. Несмотря на то, что девы чаще всего ассоциируются с аналитическими и точными профессиями, они также могут раскрыть свой потенциал в творческих направлениях. Их уникальная способность и внимание к деталям и структурированию может помочь им в таких сферах, как дизайн, редактура, писательство или искусство. Девы могут быть прекрасными дизайнерами интерьеров, художниками или даже кулинарами, где важна точность, терпение и креативность. Ключ к успеху девы в творчестве – это умение сбалансировать рациональность с интуицией, позволяя себе выражать эмоции через искусство и не бояться экспериментировать. Влияние Луны на деву. Луна в астрологии символизирует наши эмоции, интуицию и внутренний мир. Для дев лунные фазы могут оказывать сильное влияние на их эмоциональное состояние и жизненные решения. В дни полнолуния девы могут чувствовать эмоциональный подъем, но также и нервное напряжение из-за их склонности к анализу и беспокойству. Новолуние – это время для новых начинаний, когда девы могут планировать свои действия на будущее и закладывать основы для своих проектов.
Чтобы поддерживать гармонию, девам важно следить за лунными циклами и использовать их энергию для личного развития и самопознания. Роль Венеры в жизни девы. Венера, планета любви и красоты, оказывает влияние на личную жизнь девы, придавая им стремление к гармонии в отношениях. Девы стремятся к стабильности и верности, они ценят партнера, с которым можно обсудить все важные детали жизни. Однако влияние Венеры также может вызывать у дев склонность к критике в личных отношениях, что иногда приводит к непониманию и конфликтам. Чтобы улучшить свои отношения, девам важно научиться проявлять больше терпимости и доверия к партнеру, отпуская стремление к идеальности. Камни, приносящие удачу девам. Для девы основными камнями являются сапфир, хризолит и агат. Сапфир символизирует мудрость и душевное спокойствие, помогая девам обретать ясность ума и внутреннюю гармонию. Хризолит защищает от негативных энергий и усиливает интуицию, помогая девам принимать важные решения. Агат способствует внутренней устойчивости и уверенности в себе, что особенно важно для дев, склонных к самоанализу и внутренним конфликтам. Ношение этих камней поможет девам чувствовать себя более уверенно и гармонично, привлекая удачу и баланс в жизнь. Дева в отношениях – ключи к гармонии. Девы известны своим чувством долга и ответственностью в отношениях. Они надежны, верны и всегда готовы поддержать партнера. Однако их стремление к порядку и критичность могут стать вызовом в личной жизни. Для того, чтобы достичь гармонии в отношениях, девам необходимо научиться быть более гибкими и принимать партнера со всеми его недостатками. Один из ключевых уроков для дев – это позволить себе и своим близким быть несовершенными, ведь настоящая любовь основывается на принятии и понимании. Проблемы со здоровьем и как их избежать. Девы, благодаря своей аналитической натуре, часто обращают внимание на свое здоровье, тщательно следя за своим образом жизни. Однако их склонность к беспокойству и идеализму может приводить к психосоматическим заболеваниям. Основные проблемы, с которыми сталкиваются девы, это нарушение пищеварения и стресс. Чтобы избежать этих неприятностей, девам важно учиться расслабляться и отпускать контроль. Практики медитации, йоги и дыхательных упражнений помогут восстановить внутренний баланс и укрепить здоровье. Дева и деньги – секреты успеха. Девы обладают природным талантом к управлению финансами. Они осторожны, экономны и умеют планировать свои расходы, что делает их отличными специалистами в финансовой сфере. Для дев важен не быстрый заработок, а стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Планетарные аспекты подталкивают дев к инвестициям в долгосрочные проекты и накоплениям. Однако им следует избегать излишней экономии, которая может привести к изоляции и недовольству жизнью. Важно помнить, что деньги – это энергия, которая должна циркулировать. Влияние кармических законов на деву. В астрологии каждый знак зодиака имеет свои кармические уроки, и для девы это урок принятия несовершенства. Кармический закон девы гласит: совершенство недостижимо, но каждый шаг в его сторону делает тебя сильнее. Для дев важно понять, что стремление к идеалу может стать источником стресса, и что настоящий рост происходит через принятие себя и окружающего мира такими, какие они есть. Кармические уроки учат деву отпускать контроль, доверять жизни и наслаждаться процессом. Как девам стать счастливее? Для того, чтобы быть счастливыми, девам важно учиться отпускать мелочи и сосредотачиваться на главном. Один из ключевых моментов для их счастья – это способность балансировать между работой и отдыхом, между рациональностью и эмоциями. Практика благодарности и осознанности поможет девам сосредоточиться на позитивных моментах жизни и наслаждаться настоящим. Ежедневное ведение дневника благодарности – это прекрасный способ для дев научиться замечать хорошее в своей жизни и укреплять внутренний мир. Как привлечь удачу в жизнь девы? Для дев ключевым аспектом является постоянное стремление к росту и самосовершенствованию. Но иногда для того, чтобы привлечь удачу, нужно не столько работать, сколько доверять потоку жизни. Важно научиться видеть возможности даже в сложных ситуациях и не бояться перемен. Один из способов привлечения удачи – это создание визуальной аффирмации, где дева видит себя успешной, здоровой и счастливой. Это не только помогает визуализировать свои цели, но и привлекает позитивную энергию. Цели та, которые приносят удачу. Как мы уже упомянули,
Зеленый цвет – это один из самых гармонизирующих для дев. Однако есть и другие цвета, которые могут привлечь удачу. Голубой – цвет ясности и спокойствия, он помогает девам обретать внутреннюю гармонию. Коричневый – символ стабильности и уверенности, который помогает девам чувствовать себя более защищенными и заземленными. Использование этих цветов в одежде или интерьере помогает девам поддерживать баланс и привлекать удачу. Талисманы и амулеты для девы. Талисманы могут стать мощным источником поддержки для девы. Один из таких талисманов – это изображение совы, которое символизирует мудрость и спокойствие. Также деве подойдут амулеты в виде дерева или листьев, символизирующие рост и стабильность. Эти талисманы помогут деве сосредоточиться на своих целях и обрести внутренний покой. Ношение таких амулетов в повседневной жизни или во время медитации поможет деве усилить свои позитивные качества и защитить себя от негативных влияний. Кармический совет для девы: как справляться с тревогой. Девы часто страдают от излишней тревожности из-за их склонности к анализу и идеализму. Один из способов справиться с тревогой – это практиковать осознанное дыхание. Простое упражнение – сосредоточьтесь на своем дыхании, делая глубокие вдохи и медленные выдохи. Это поможет успокоить ум и вернуть фокус на настоящее. Также важно учиться доверять процессу жизни и не пытаться контролировать каждую деталь. Иногда лучший способ справиться с тревогой – это отпустить ситуацию и позволить событиям разворачиваться естественным образом. Визуализация для достижения богатства. Одним из мощных инструментов для дев является визуализация своих финансовых целей. Представьте, как деньги текут в вашу жизнь, как вы уверенно управляете ими и принимаете мудрые решения. Представьте себе счет в банке, который постоянно пополняется, и чувство радости и удовлетворения от финансовой стабильности. Визуализация помогает деве сосредоточиться на своих целях и привлекать финансовый успех. Регулярная практика визуализации поможет деве укрепить веру в себя и свои способности к управлению деньгами. Медитация для укрепления здоровья. Для девы здоровье – это основа гармонии и успеха. Ежедневная медитация на здоровье помогает восстановить силы и очистить разум от лишних мыслей. Представьте, как светлая энергия проникает в ваше тело и исцеляет каждую клетку, принося баланс и здоровье. Такой подход помогает девам не только поддерживать физическое здоровье, но и эмоциональное благополучие, что важно для их внутренней гармонии. Как девам научиться принимать комплименты? Девы часто чувствуют себя неловко, когда получают комплименты, потому что склонны фокусироваться на своих недостатках. Однако умение принимать комплименты – это важная часть самооценки. Когда вам говорят что-то приятное, остановитесь. Сделайте паузу и примите этот момент благодарности. Постарайтесь не обесценивать слова, а просто улыбнитесь и поблагодарите. Это поможет вам чувствовать себя более уверенно и постепенно улучшит ваше отношение к себе. Как девам избежать выгорания? Девы невероятно трудолюбивы и ответственны, но их стремление к идеальности и контроль над всеми деталями может привести к выгоранию. Один из ключевых способов избежать этого – это научиться делегировать задачи и распределять ответственность. Девам важно помнить, что они не обязаны делать все самостоятельно, и иногда принятие помощи других – это признак силы, а не слабости. Еще один способ – это регулярные перерывы и отдых. Планирование времени для отдыха, как и для работы, поможет девам восстанавливать силы и оставаться продуктивными в долгосрочной перспективе. Как девам развивать интуицию? Девы обычно полагаются на логику и анализ, однако интуиция может стать их мощным союзником. Чтобы развить интуицию, девам нужно научиться доверять своим внутренним ощущениям и не игнорировать подсказки от своего подсознания. Практика медитации и ведения дневника интуитивных мыслей может помочь девам лучше распознавать внутренние сигналы и принимать более сбалансированные решения. Развитие интуиции – это процесс, требующий времени и терпения, но для дев это также важный шаг к личному росту и гармонии с самим собой. Путь к гармонии и успеху для дев. Дева – это знак, который соединяет в себе мудрость, трудолюбие и стремление к совершенству. Чтобы жить счастливой и гармоничной жизнью, девам важно научиться принимать себя такими, какие они есть, со всеми своими достоинствами и недостатками. Совершенство – это путь,
а не конечная цель, и девам нужно позволить себе наслаждаться этим процессом. Применяя астрологические знания, понимание влияния планет и кармических уроков, девы смогут раскрыть свой потенциал и достичь успеха как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности. Благодарим вас за просмотр этого ролика на канале Астрология Мудрости. Если вам понравилось то, что вы услышали, не забудьте подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Давайте наберем 6000 лайков, и я поделюсь с вами мощными техниками для достижения успеха и богатства. Поделитесь этим видео с друзьями, ведь вместе мы можем открыть для себя всю глубину астрологии. Продолжение следует.